Вчера у меня состоялось открытие второго дачного сезона. Наконец-то я оказался на даче. Вроде бы ничего не сделал, но упахался, что все болит. Вид у меня, конечно, вчера после бани. Вот, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Если вам интересно, что произошло за год на моей даче, потому что в прошлом году я делал мало обзоров, но те, кто подписан на меня с прошлого года, видели, какая была приобретенная дача и что изменилось за год. Давайте сегодня вам немножечко покажу. Начнем мы со второго этажа. Вы видите сзади меня. Второй этаж полностью мы обшили. Сделано это для того, что тут нету прослойки между крышей. И летом здесь получается полная баня. А осенью, весной, когда ты только на даче, тут сильный дубак. Ну, поэтому вот было принято решение обшить. Пока это, конечно, выглядит вот таким образом, но потом обойки, всю красоту будем наводить потихонечку. Вот, в принципе, в доме больше особо никаких изменений не произошло. Сейчас мы аккуратненько спустимся, я вам покажу две чашки. Это у меня Дашкины чашки, самые первые, которые я приобретал. Надо, кстати, их тоже ей обновить. Грязь, какая грязь. Ну, только начали, только приехали на дачу. Вот, но тем, кто не видел, быстренько покажу, как выглядит домик для новых подписчиков. Поэтому, друзья, дача есть дача. Что вы хотите? Вот. Вот такая вот небольшая кухонка. Ну, как небольшая? Да побольше, чем в квартирах у многих, наверное, кухонка. Ну, и вот гостевая, назовем, комната. В прошлом году было приобретение. Здесь продавали стиральную машину. Соседи. Приобрел стиральную машину за 5000 тенге. А еще не включал, но надеюсь, что приобретение будет... что будет? Будет работать. Вот. Обеденный стол стоял на кухне. Ну, было принято решение его перенести сюда. Тут светло, удобно. На кухне немножечко все равно темновато. А вот она сама наша хышница. Дашка, привет. В прошлом году она у нас словила 2 клеща. И вот, кстати, один клещ вот здесь был на холке. Вчера купил капли против клещей. Обработали ей холку. И все равно еще купил ошейник. Думаю, если что-то одно сработает, то сработает. Вот. Вчера, кстати, с себя снял клеща на одежде. Ой, не на одежде, он у меня на руке оказался клещ. Да такой, в принципе, здоровый был. Вот. Но вечером после бани проверил. Вроде больше клещей не было на теле. Надо поискать что-нибудь в аптеке. Друзья, кстати, может быть, кто-то пользуется такими средствами против клещей. Подскажите, какое средство эффективно для человека, чтобы на тело намазать лосьон там или крем. Я никогда не пользовался, но что-то, знаете, под старости лет захотелось. Ну нафиг. По молодости как-то не думали об этом, не переживали. С возрастом начинаешь все-таки больше переживать за свое здоровье. Дашка. Здесь это получается вход на дачу. Сейчас я быстренько вам покажу. Ну вот она дорога. И вот вход. Здесь в прошлом году пришлось спилить черемуху. Ну, она, знаете, она старая, она беспонтовая. Ой, посмотрите, какая красота у соседей. Ой, как все пахнет, черемуха цветет. Не надышаться, как говорится. В общем, пришлось спилить дерево, потому что она задела ветром, что-то было с проводами, вызывали электрика. Это вот уже в прошлом году осенью было. И пришлось спилить. Вот здесь, конечно, бардак. Тут заросло все черемухой. Надо всю хотим ее спиливать, убирать. Потому что, смотрите, что скачет она. Как она у меня обожает ездить на дачу. Вот. Ну и вот здесь тоже возле домика тоже заросшая все черемуха. Она вся беспонтовая. Хочется все спилить, чтобы было красиво, более-менее ухоженно.
На самом деле, в принципе, знаете, за год было очень много проделано работы. Вот. Сейчас покажу, что я вчера делал. Она по грядке не пробежала. Вот это вот елочки с прошлой дачи. Вот это отошла. Смотрите, с почками. Потом вот здесь вот идет вторая елочка. Вот она маленькая. Тоже отошла. И есть еще тут третья. Вот она тоже, в принципе, отошла. Но тут крот сучара вылазил вчера по ходу. Потому что я вчера обрабатывал. Вон она дырка. Я начал выкорчевывать вчера вишню. Потому что весь участок заросший. Вот здесь вот полностью весь лес. Вот, без рук, без ног. Вот я не смог осилить вчера вот эту вот штуку заросшую. Там просто пень вековой. Вековой, друзья, понимаете? Вот. И тоже, вот видите. Ну ладно, в следующий раз. Сейчас уже надо собираться. Возвращаться в город. Туалет поставили в прошлом году. Дверь не успели сделать. Вот в этом году поставили дверь. Ну, про бак я вам рассказывал. Бак старый. Дно прохудилось. Хотим его реанимировать. Все-таки надо. Жалко выкидывать такое бачище. Сначала хотели просто сжечь траву, а потом думаем, нет, попробуем его реанимировать. Дашка. Вот еще вчера, можно сказать, первая грядка на даче. Ну так, для декора посадили щавель, рукколу и горох. Надеюсь, вырастет. Два куста старых, это еще крыжовника. Ну, что-то есть, не знаю, растет. Ну, это хищница уже здесь сидит. Скажи, Дашка, это самое любимое место, да, у нас? Под яблонями. Ну, это интересно, ты клещей поймаешь? Что ты там нашла? На кого-то охотиться. В этот раз открытие дачного сезона едет без как их называют, господи. Короче, никого не поймала, ни мышку, ни ящерку. Вот они, старые яблони. Вчера листья пособирал. Теперь надо их будет сжигать. Что тут опять наступил? Опять, что ли, ямка? Что-то мягко. Аж проваливается. Но здесь я не ходил и в прошлом году, вам ничего не показывал. Потому что все уже было заросшее. Тут непонятно. Тут все вишни заросшено. Вот это вот, кстати, яблоня. А здесь вот все заросшее вишней. Все надо выкорчевывать. О. Ты кого там в кустах? Никого ты там не поймаешь. Тебе надо ловить где-нибудь на этом. Скажи, Дашка, скажи. У нас еще вон любимое место под крыжовником. Да? А еще у меня вот такое вот декор приобретение. Пошел в светофор купить кое-что там для дачи. Увидел вот такой вот. Ну, это как декоративное для огорода. Залипаешь на нее, смотришь. Вещичка такая вот. 500 тенге в этом фикс-прайсе. Так, тут у нас что? Еще произошло изменение с входной группой, так скажем. Придомовая территория. Была очень было старое крылечко. Деревянное, уже разваливалось. Ну, кстати, вот привезли ванну в прошлом году. Вот такие вот баки со светофора. Сущие копейки. Около 3000 они стоили в прошлом году. Вот, в общем, было крылечко. Крылечко разобрали. И теперь оно перешло вот туда. И, кстати, очень удобно и интересно получилось.
Ну, конечно, самое главное это умывальник. Умывальник всем начальникам появился. Вот. Что еще? Баньку я не помню, показывал. В прошлом году не показывал. Она очень маленькая. Ну, не знаю, для кого они ее строили. Вообще, можно ли назвать эту ее банькой. Ну, пока, как сказать, временно пойдет. Все равно нужно будет со временем строить свою большую. Она полностью, знаете, очень плохо. Она пропускает. Полностью пропускает. Поэтому более-менее залепили. Ну, конечно, эйвонская. Вот такая, знаете, тут 1-2 человека. Ну, от силы, конечно, можно 6 залезть. Она очень маленькая, очень маленькая. Ну, ничего, так, помыться вечером после трудового дня. Вот так вот, друзья. Вот такая вот дачка. Дашкина сумка-переноска. Скоро собираться надо будет. Ну, и вот вид с крылечка получается. Здесь занавешали, знаете, вечером оттуда сверху подтяга сильно идет. Очень сильно. Ну, теперь мангал старый. Тоже уже разваливается, надо менять. Что еще? Начинаем делать, облагораживать ландшафт. Здесь у нас будет тропинка. Там у нас центральная вода. Поэтому будет здесь тропиночка. И вчера начали понемножечку перекапывать огород. Но огорода не будет, я говорил уже вам в прошлом году, что дача приобреталась для отдыха. Но сами понимаете, весь отдых в этом и заключается. Копать, ломать, не строить. В общем, вот вторая грядка в этом году. В прошлом году вообще не до грядок было, потому что нужно было заниматься уборкой территории. Кстати, здесь вот у нас практически здесь соседний участок заброшенный, и через него есть соседи. По углу есть соседи, вот тут прямо у нас тоже есть соседи, и есть сосед вот там вверху. Ну, в принципе, очень как далеко. Вот здесь у нас, ой, какая огромная Дашка. Тут ящерица. Огромная какая. Дашка, хоть... Дашка, вон она. Смотрите, она услышала. Да, конечно, блин, ну такая лошадь. Ты ее не поймаешь, все равно ты медленно ходишь. Он жирная какая, отъелась за зиму. Смотри. Я говорю, она ее не поймает. Она, говорю, жирная, как она. Ящерицу. Зеленая, такая огромная. Угу, пусть ловит. Смотрю, у тебя 2 часа осталось до сборов. Если не поймаешь, все, Дашка. Ну вот, в принципе, вот до сюда вот участок. Здесь вот труба. И вот эту вот часть тоже надо будет что-то делать. С этой частью тоже, вот видите, вся заросшая. Ну тут так классно. Тут можно было бы поставить какую-нибудь беседку. Вон туалет, это уже следующий участок. А здесь, кстати, завалена яма. Это старый туалет от предыдущих хозяев. Ой, ну здесь я не пойду, потому что, видите, вот этот угол в этом году, конечно, хотелось бы попробовать по максимуму обработать. Ну вот, в принципе, вот так вот. Ну вот, наконец-то. Вон. Все, хвост она потеряла. Ты чё, Дашка? Ну, он откусила хвост, а она где сама? Ну. Вон она ползет. Здоровая ты такая. Здоровая, но зеленая, да? Нет. Дерутся. Ну, конечно, я по возможности стараюсь, чтобы она ее не съела, если вдруг она ее захочет съесть. Это она сейчас ее поймает и в дом, блядь, потащит. Надо забрать. Дашка,
Беги быстрее, ящерица, беги. 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 Толстая какая. Толстая. Как Дашка? Но Так себе. шкурка слазит с нее. Растет. О, Господи. Меня напугало. Ну вот и все. Первый день на даче. Первая поездка на открытие дачного сезона заканчивается. Мы с Дашечкой премся вон на тот причал, где нас заберет катер. Прогулочный катер. Они у нас здесь ходят, эти прогулочные катера, катают людей, свадьбы. Но и заодно нас, дачников, возят. Вот здесь вот такая открытая остановочка, чтобы прятаться от дождя. Но сам причал чуть-чуть дальше расположен. Сейчас покажу. Дашка нагулялась. Еле-еле ходит. Устала собака, как и я, в принципе. Вот. Вот он причал. Кстати, вода. Когда вчера приезжали, воды было меньше. Смотрите, утки. Утки плавают. Дашка, сейчас я тебя освобожу. Ой, утки меня не удивляют. Уток у меня полно возле дома. Поэтому мы иногда ходим уток подкармливать. Куда вы уплыли, я вас не съем. Фух. Ну что, дорогие мои, вот в принципе и все. Солнце светит прямо в глаз. Вон там сзади меня расположен ГЭС, водохранилище. Вот. Будем собираться. Будем ждать кораблик. Кораблик, наверное, еще только минут через 20-30 будет. Я всегда прихожу пораньше, чтобы успеть. Ну что, на этом будем заканчивать. Будем закругляться. Спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Если какие-то будут вопросы, пишите. Может быть, я сниму что-нибудь по вашей просьбе. Ну и ждите следующий дачный влог. Дачницу мою покажу. Да, скажи, надоели вы меня с этой сумкой. Господи, как я сказать, хочу домой, да, устала. Ладно, всем пока-пока.